Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! У нас в гостях нескоростной поезд между Питером и Москвой. Наш сегодняшний гость даже не простая курочка, это скорее ее ночной кошмар. Перед нами гроза птиц среднего полета, король самых быстрых в мире марш-бросков, мастер спорта по ударам когтями. Встречайте сокола по имени Сапсан. Сапсан – это хищная птица из семейства соколиных, распространенная на всех континентах, кроме Антарктиды. Один только изумительный вид сапсана вызывает неконтролируемый выброс эндорфинов. Размером он с серую ворону. Длина самца достигает 40 сантиметров при массе в 750 грамм. В среднем дамы крупнее парней в 1,5 раза. Ну и кто здесь слабый пол? Размах крыльев 75-120 сантиметров. Зрение сапсана более чем в 300 раз детальнее человеческого. Выделяется темно-серым оперением спины, пестрым светлым брюшком и черной верхней частью головы, а также черными усами. Кстати, чем старше становится птаха, тем она контрастнее. В зависимости от размера и особенностей окраски различают около 17 подвидов сапсана. Научное название было присвоено птице английским ученым в 1771 году, систематически описавшим сапсана. Латинское слово переводится как серпообразно загнут, что связано с формой крыльев сокола во время полета. Видовое название в переводе с латинского буквально означает «странствующий» и относится к распространенности и образу жизни сапсана. В русском языке слово «сапсан» появилось только во второй половине XIX века. Согласно некоторым источникам, оно было заимствовано из калмыцкого языка. Сапсан, как и вся его соколиная братья, является космополитом, то есть встретить его можно практически на всех континентах, за исключением Антарктиды и Арктики. Не то чтобы птичка была агорафобом, но все же старается избегать открытых пространств. А еще сапсана напрягают высокогорья, пустыни и тропические леса. Из-за постоянных миграций каждый сапсан пролетает более 20 тысяч километров в год. Несложно догадаться, что наш сегодняшний гость – это хищник. В основном он кушает птиц размером от воробьев до фазанов, которых ловит прямо на лету. Порой в его меню попадают и млекопитающие, лягушки и насекомые. Если с едой проблематично, сапсан выжидает в засаде или пролетает низко над землей, вспугивая свой завтрак. Но даже если еды совсем нет, есть падаль сапсан точно не будет. Гордость и слава берет свое. Нашему высокоскоростному хищнику только свеженькое и тепленькое подавай. Теперь переходим к главной фишке нашего героя – скорости. Сапсан – это самая быстрая птица в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полете он способен развивать скорость свыше 322 км в час или 90 метров в секунду. Однако в горизонтальном полете он уступает в скорости стрижу. Во время охоты сапсан сидит на присаде, либо планирует в небе. Обнаружив добычу, он приподнимается над жертвой и почти под прямым углом стремительно пикирует вниз, делает ставку по касательной, ударяя ее сложными и прижатыми к туловищу лапами. Удар когтями задних пальцев бывает настолько сильным, что даже у достаточно крупной дичи может отлететь голова. Ну а если голова осталась на месте, то дальнейший толчок клювом проделает в жертве пулевое отверстие. После этого сапсан начинает рвать когтями свою добычу. Голову, крылья и ноги своей жертвы он есть не будет, потому что сапсан – аристократ. Для такой сверхзвуковой охоты
матушка природа вместе с эволюцией даровали Сапсану костные бугорки рядом с ноздрями, чтобы выдерживали легкие, а безопасность глаз при этом гарантирует третье веко. Брачный период приходится на апрель-июнь. Несмотря на то, что животинка доживает до 17 лет, половая зрелость наступает уже в годовалом возрасте. Но молодые и безбашенные сапсаны проводят время в развлекухах, входя и выходя из пике и даже не задумываясь о размножении. Так они тренируются и набираются опыта. Только на втором-третьем году жизни птаха-самец ищет себе место для гнезда. Сапсаны моногамны. Кроме того, они привязываются к своей гнездовой территории на протяжении многих лет. Самец, определившись с местом для будущей квартиры, поднимается в воздух и выполняет всякие замысловатые кульбиты. Кружится по спирали, ныряет, кувыркается, одним словом, выпендривается, как настоящий петух, пока не встретит свою единственную самочку, которая проявит все-таки интерес к его выкрутасам. Птицы-убийцы посидят рядом, почистят перышки, погрызут друг другу ногти, глянут друг на друга в неловком молчании. Одним словом, романтик. Самец даже может покормить самочку прямо на лету, передавая ей пойманную добычу. При этом дама переворачивается вверх ногами в полете и забирает романтический ужин. Виртуозы, что сказать. Потом они летят в гнездо, которое находится в кронах деревьев, скалах или зданиях. Потенциальных мест для будущего дома внутри гнездовой территории не больше 7, и пара чередует их по настроению. Кстати, в своих жилищах сапсаны никогда не прибираются. Поэтому, если вы встретите максимально грязное гнездо где-то в скалах, не сомневайтесь, это убежище наших сегодняшних гостей. Яйца появляются в гнезде раз в году, но если кладки не стало, самка сделает еще. По классике мамочка откладывает 3 яйца, реже от 2 до 5. Скорлупа яиц буроватая. Птенцы формируются чуть больше месяца. Их высиживают оба родителя. Самка проводит с детьми больше времени, пока самец ищет чего бы спиногрызом покушать. В месяц-полтора птенцы уже совершают первые полеты, но продолжают сидеть на шее родителей в течение нескольких недель, пока они научатся добывать пропитание самостоятельно. Кстати, сапсаны-родители очень враждебны к чужакам. Самец, охраняя свою семью, может напасть на более крупного соперника, например, орла. Человека, забредшего в красную зону, где-то 200-300 метров от гнезда, пара сопровождает, кружась над головой с пронзительными криками. На птиц и грызунов, проживающих близ гнезда, накладывается табу. Их не едят ни родители, ни другие хищники. Почему так? Непонятно. Может быть, оставляют про запас для подросшего потомства. Хитроумные человеки еще давным-давно осознали, что убивать животных можно не только с собаками, но и с птицами. Вот и наших друзей разводили для соколиной охоты. Сейчас сапсанов тренируют в спецпитомниках, хотя любителей поохотиться с соколами немного, ведь приручить сапсана – дело непростое. Враги в дикой природе у сапсана тоже имеются. Крупные пернатые и наземные хищники могут с легкостью им перекусить. Филины, лисицы, куницы разоряют их гнезда. Несмотря на свою неразборчивость, к местам обитания высокоскоростных хищников никогда не было много. После Второй мировой, вследствие использования пестицидов, численность сапсанов пошла на убыль. Разрушение среды обитания подливало масло в огонь. В 1970-х годах, после запрета на ядохимикаты, птица вздохнула более спокойно. Популяция стала восстанавливаться. К тому же сапсаны оккупировали крупные города. Многоэтажные здания – это отличное место для гнезд, а сизый голубь – замечательная закуска под вечер. Благодаря своим охотничьим навыкам
навыкам, возможности их содержания в неволе, соколы оставили след в культуре многих народов мира. В египетской мифологии бог неба и солнца Хор изображался в виде человека с головой сокола, а образ сокола, символизирующий воина-героя, богатыря, князя, стоящего во главе своей воинской дружины, многократно упоминается в памятнике древнерусской письменности «Слово о полку Игореве». А как вы думаете, почему, живя практически по всему миру, сапсаны настолько мало распространены? Пишите в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!